Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, а также вам красивых садов с богатым урожаем. Ну а чтобы такие сады действительно радовали ягодами, плодами, нужно определиться, когда же высаживать, это для новичков, и не только, когда же высаживать садовые растения. И сегодня мы рассмотрим вопрос, когда высаживать ягодники. Что такое ягодники? Это ягодные, в основном кустарники или маленькие такие деревца. Это все в виде кустарников, назовем их. Это все виды смородины. Это ежевика, это крыжовник, малина, жимолость съедобная, гуми, актинидия, черноплодная рябина или же другие виды рябины. Это может быть и деревца, и все это растения, которые дают нам ягоды, дарят нам ягоды, витаминные ягоды, которые очень нам нужны, и мы буквально без них не обходимся. Что мы должны с вами в первую очередь понять? Потому что многие в августе месяце просто писали и писали, что вот мы хотим пересаживать малину, мы хотим пересаживать еще какие-то ягодные растения, смородину, кто-то хотел актинидию пересаживать с листьями. Так вот, в августе месяце мы уже говорили, нельзя высаживать. Единственное, что может быть саженцы маленькие с закрытой корневой системой. Закрытая корневая система – это саженцы, которые выращиваются в горшках, контейнерах. И чем больше объем земли в горшке, контейнере, тем лучше, тем более мощная корневая система. Далее идет сентябрь сейчас, и вот много вопросов. Когда все-таки высаживать? Высаживать в сентябре с открытой корневой системой или с закрытой корневой системой, или же в октябре? И еще вопросы такие же. Ваше мнение, я согласна с вами, у нас тоже на рынке есть в сентябре ягодники, они тоже с закрытой корневой системой, но они очень дорогие, основательно. Бывает, что в 2 раза дороже и так далее. Все зависит от растения, насколько оно уже распространено и популярно. Ну что ж, давайте рассмотрим, что мы можем делать и когда мы можем делать. Смородина, ежевика, крыжовник, малина, съедобная жимолость, гуми, актинидия и рябина лучше всего высаживать на севере во второй половине сентября или же уже октябрь месяц. Что именно важно здесь для того, чтобы взять и посадить именно осенью? Мы сейчас рассматриваем открытую корневую систему. А открытая корневая система здесь очень важна. Пересадку вот эту делать, посадку в период биологического покоя. Что такое биологический покой? Побеги в это время уже одревесневшие. Верхушечные почки полностью сформированы. И когда мы вот эти уже в состоянии биологического покоя саженцы пересаживаем, листья с них уже практически все опали, и они уже готовы к тому, чтобы наращивать корневую систему осенью. И вот если высаживать на севере во второй половине сентября и в октябре, на юге, сразу же скажу, мы высаживаем в октябре и первая половина ноября. Иногда бывает очень тепло, мы еще и до конца ноября высаживаем вот эти растения. Я даже в декабре месяце пересаживала малину и получила прекрасный результат. Но это юг. А северяне сейчас ждут ответ, когда же им высаживать. Вот опадают листья, растения готовы к тому, чтобы их пересаживать. Это вторая половина сентября и октябрь месяц. Что дает нам вот эта посадка осенью? Во-первых, самое главное, вот эти все растения ягодные, ягодники, у них очень раннее просыпание весной.
Они очень рано набухают почки, первые цветут, первые просыпаются, сверх раннее просыпание весной. И если уже весной пересаживать, то, конечно же, корневая система не будет развиваться. Вот посмотрите, мы уже пробовали высаживать черную смородину из черенков, мы высаживали осенью, и вот мощные растения получались, корневая система хорошая, и само растение потом нормально уже весной развивалось. Если же высаживать весной, сколько у меня было посадок весной, это были несчастные растения. Единственное, что не могу вам сейчас показать, не снимала это на видео, это было у нас опыт такой где-то лет 10 назад. Так вот, растения слабенькие, урожай слабый, поливаешь, летом жарко, и эти растения еле-еле живут. Они не то что урожай давать, они и сами еле-еле находятся в таком состоянии, выжить бы и как бы вот эту жару пережить. Корневая система в это время не развивается. Весной, если вы посадили, в первую очередь растение, все, что у него есть, выдает на листья. Развиваются почки, листья, цветочки. И все, а корневая система уже остается на остаточном питании. А остаточное это практически, если еще и не полили вовремя, то корневая система очень слабая. И растение вот так вот и как начинается, как назовешь корабль, так и он поплывет. Как вот это бедный несчастный саженец высадишь, так вот это несчастье или высохнет, или погибнет. Разные бывают ситуации. И нужно знать, что именно осенью, вот высаживая в эти сроки, начинается активное развитие корневой системы. И растение там вот наращивает белые эти корешочки. Мы сколько наблюдали, белые корешочки образуются. Корневая система шикарная. И растение к зиме уже, к первым морозам готово к тому, чтобы пройти зимовку. И причем вот это уже в таком состоянии, когда корневая система уже крепкое, растение спокойно себе входит в зиму, здесь проходит естественная природная закалка. И закалка верхней части саженца, и закалка корневой системы. Это тоже очень важно потом для растения. Ну и важный момент еще обязательно посадка саженцев в благоприятные дни лунного календаря. Многие уже из наших подписчиков, зрителей убедились в том, что это очень важно. И ваши вопросы свидетельствуют о том, что вы хотите посадить в благоприятное время, чтобы ваше растение долго росло, плодоносило и радовало вас своим здоровым видом и урожаем. Мы даем всегда агрогороскоп садовода и в нем даем лучшие дни для посадки. И сейчас у нас уже есть на сентябрь, можете посмотреть, выбрать лучшие дни. Для нас это всегда самое лучшее, я стараюсь высаживать в тельце. В тельце все, что высаживается в саду, и особенно это касается осени, растения очень крепкие, здоровые, мощная корневая система, и получается затем хорошее здоровое растение, ну и хороший урожай. Вот я сегодня ответила на вопрос по ягодникам. Это очень важно знать. Не высаживайте, еще раз напоминаю, даже с открытой корневой системой и с закрытой корневой системой. Не высаживайте растения в жару, во время уже заморозков, а также в сезон дождей. Нельзя в это время высаживать. Сезон дождей губит растения, корни губят, они гниют, загнивают, и, естественно, растение погибает. В жару то же самое, это как то же самое, что высаживать весной или закрытая корневая система летом. Сильная жара, растения тоже не знают, что с ними происходит. Лучше подождать уже, когда вот температура более-менее мягкая будет, спадет. Ну и во время заморозков, когда уже заморозки, мороженая земля, нет смысла высаживать. Мы высаживали, в декабре у нас был теплый и хорошо получилось с малиной. Но когда земля уже заморожена, естественно, все процессы в растении останавливаются, и в это время пересадку нельзя проводить, особенно если еще и потом резкий мороз, плохо полили, сухая земля, и вымерзают корни.
По ягодникам мы все сегодня разобрали с вами и уже имеем ответ. Имеем ответ, что когда мы можем посадить, если уже весной что-то у вас будет возможность высаживать. Да, еще сразу же отвечу на вопрос, простите. Если поздно осенью получили саженец, посадите его в горшок, в землю, в горшок и занесите в подвал. Можно прикопать, но мне нравится больше в горшок, и тогда там продолжается работа корневой системы, редкие поливы, увлажненная земля, слегка увлажненная земля, и затем весной вы вместе с горшком вынесете на улицу, польете, и вот с этим комом земляным, с корнями, когда уже позади будут морозы, оттаяла земля, высаживайте, тоже прекрасно получится. И сразу же после оттаивания земли, чем раньше, тем лучше, если у вас такая ситуация. Весна только очень ранний период, самый ранний период. Вот таким образом можно сделать. Мы вот так делали уже некоторые растения садовые, и очень хорошо все получается. Раиса Горяченко, Александр Волик ответили сегодня на ваш вопрос по поводу высадки садовых растений, именно ягодных в саду. Что лучше делать, осенью или весной проводить посадку? И мы ответили на вопрос, какие лучшие периоды для посадки. Ну и обязательно помните, в агрогороскопе для садоводов есть вот эти лучшие благоприятные дни для посадки ваших растений. Мы прощаемся с вами. Всего самого доброго вам и до новых встреч на нашем канале. Пока-пока.